Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня расскажу вам о том, как приготовить вкусные маринованные грибы. У меня грибы грузди. Мы были на прошлой неделе в лесу, собирали грибы. В конце видео вы посмотрите, есть ссылка о том, как мы собирали грибы, если это вам интересно. И теперь необходимо их приготовить. Они долго вымачивались, потому что гриб имеет грусть, привкус горький, поэтому если сразу его не вымачивая приготовить, то его будет невозможно есть. Вот у нас вымачивался 4 дня. Мы оставили его сначала в холодной воде, затем еще слили. И так уже делали 5 раз. 5 раз меняли воду. Вот прошло время. Теперь они готовы к приготовлению. Вот они в таком виде. Хранятся у нас в большой кастрюле. Если попробовать воду на вкус, то она немножечко горьковата. Очень много в этих грибах горечи, поэтому это основное неприятное дело, которое происходит при приготовлении груздей. Очень долго ждать. Вот у нас все готово. Теперь мы эти грибы достанем, хорошенечко помоем с помощью обычной зубной щетки старой и прочих подручных инструментов. Почистим и будем готовить дальше. Нам для этого понадобится уксус, специи, лавровый лист. Это все, что у нас использовалось для засолки сала. В прошлом видео я об этом рассказывал. Вот у нас все готово. Приступим к чистке грибов от песка, потому что они растут в песчаной почве и очень много там всякой гадости. Ее нужно хорошенько вымыть, чтобы потом на зубах не скрипело. Это очень неприятно, когда гостей зовешь или угощаешь, они начинают есть грибы и неприятно поскрипывают за столом. Поэтому будем стараться сделать так, чтобы было чисто, красиво и вкусно. Приступим к работе. Теперь необходимо грузди тщательно вымыть. Грузди имеют свойство в центре иметь небольшое загрязнение, в котором собирается песок и лишняя земля всякая. Для того, чтобы отмыть, я использую зубную щетку, как я уже говорил, и даже можно использовать железную губку металлическую, которой мы счищаем все лишнее как можно в больших количествах, особенно по центру, потому что здесь собирается основное количество песка и грязи. После того, как все помыто, также необходимо здесь помыть снизу ножку и сполоснуть под краном. Все, что там плохо отмылось, можно дополнительной щеткой смыть. В конечном итоге должен получиться абсолютно чистый гриб без песка и грязи. Хорошо промываем и слаживаем в отдельную емкость. Это может быть ведро пластиковое. Вот такого плана. Или другая емкость, которая не ржавеет и не окисляется. Продолжим работу. Очень много грязи, конечно, у них. Это очень гриб грязный с точки зрения земли и песка. Поэтому особое внимание уделяем очистке шляпки.
самый лучший способ это используем железную губку, которая очень хорошо снимает верхний грязный слой, который ничем больше не отмывается. Итак, необходимо сделать со всеми грибами, которые, как видно, у нас не очень чистые и красивые в данный момент. И продолжим работу. После того, как грибы помыты, необходимо их 10 минут проварить в чистой воде. Если гриб очень большой, который не будет вмещаться в банку, то его необходимо разрезать на 2 или 4 части. В зависимости от размера банки я режу на 2, потому что в банку он влезет. Маленькие грибы кидаются целиком, не разделяя на части. Вот так. Режем через ножку и шляпку по всей длине. Такие небольшие грибочки можно не резать. Все зависит индивидуально от размера гриба. Средняя часть вот внизу немножечко темная, это не грязь, это пигментация самого гриба, поэтому ее отмыть не получается. Пигментация кожицы. Грибы должны быть не старыми, потому что у старых грибов появляются всевозможные вредители, которые их начинают поедать изнутри. После этого ждем, пока она закипит. И после закипания 10 минут провариваем. Во время варки грибов необходимо убирать пену, которая поднимается на поверхности воды. Потому что если ее не убирать, то отвар будет мутным и некрасивым. Это как при варке мяса. Варим 10 минут, сливаем отвар и промываем грибы. Желательно на сильном огне варить, было быстрее. Вот прошло 10 минут кипения. Теперь необходимо слить воду и промыть хорошо грибы. После этого приготовим маринад, зальем грибы и поставим на газовую печку. Вот грибы наши уже промыты и дошли до полуготовности. Теперь необходимо сменить воду
приготовить маринад окончательный. Видно, что первичный отвар имеет зеленоватый оттенок и горьковатый привкус. Это вышла окончательная горечь, которая была гриба. Может быть, она и осталась минимальной, но уже на готовом продукте ее не будет. Вот такое у нас получилось ведерко полуготовых грибов. Теперь будем готовить маринад. На наше количество грибов, здесь примерно 10 килограмм, понадобится столько же литров маринада. Здесь ведра не одинаковые, поэтому очень легко ориентироваться. Теперь необходимо приготовить маринад. Для этого на каждый литр воды необходимо взять 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку сахара. Если у нас здесь 10 литров воды, необходимо, значит, взять 20 столовых ложек соли и 10 столовых ложек сахара. Поэтому сначала ложим сахар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 10 ложек сахара и 20 ложек соли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот все ингредиенты положены. Теперь главное хорошо перемешать до полного растворения. И добавить уксус. На 1 литр воды необходимо 6 столовых ложек уксуса. Если у нас 10 литров, значит необходимо примерно 60 столовых ложек. Но мы не любим сильно кислое, поэтому ложим 50. Берем столовую ложку. Начинаем добавлять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 9, 30, 31, 32,
готов наш маринад. Тщательно его перемешиваем и отправляем в кастрюлю на газовую печь. Дождемся его закипания, опустим туда грибы и проварим 15 минут. Грибы с маринадом. Продолжим работу. Наша тара. Поджигаем. Накрываем крышкой и ждем, пока закипит. Одновременно с этим необходимо подготовить крышечки. Для этого стерилизуем их в кипящей воде в обычной железной миске. После их закипания поддерживаем минимальное кипение перед закрытием банок. Моем хорошо банки качественно и также стерилизуем их на пару. Наши банки уже помыты и готовы к закатыванию. После закипания маринада необходимо поместить туда наши грибы и провалить 15 минут с момента закипания маринада с грибами. И опять же, для ускорения процесса накрываем крышкой кастрюлю. После того, как грибы прокипели 15 минут, начнем разливать их по банкам. Я для этого использую литровые банки. Необходимо взять на каждую банку по одной головке чеснока, нарезать ее пластинками и положить в каждую банку на дно. Это придаст пикантный запах и вкус наших грибов. Чеснок очень хорошо к салу идет, к мясу, ну и, конечно же, к грибам. Толщина пластинок около 2-3 миллиметров. Здесь не важно, как его резать, или вдоль, или по длине, так как аромат чеснок свой все равно отдаст. После того, как чеснок порезан, приступим к укладыванию грибов в банки. Для этого я использую черпачок и можно приступать. Можно еще использовать любое ситочко или что есть под рукой. Сначала укладываем на дно грибы банок плотненько, чтобы меньше ушло
банок. В то же время непосредственно нужно стерилизовать крышки, чтобы сразу же банку закатать. Вот целые грибочки, они у нас хорошо вмещаются в горлышко литровой банки. Поэтому чем меньше гриб, тем легче с ним работать. Грибы мягкие, поэтому легко складываются внутри банки. Я покажу на примере одной банки, чтобы не повторяться. После того, как банка наша наполнится, ложим один листик лаврушки на бутыль и небольшую щепотку перца горошка. Сверху еще немножечко положить грибочков в самый верх крышки, чтобы не было вверху пустого места. Вот так. Хорошенько можно притрамбовать, больше влезло. И после этого залить маринад. Банка. Берем черпачок и наливаем маринад под самый верх, чтобы не было пустот. Вот так вот, таким образом. Теперь нужно взять крышку и накрыть банку. После этого необходимо взять закаточный ключ и сразу же ее закатать. После
3 вращений на полоборота подтягивается зажим. Здесь важно не перетянуть, чтобы не лопнула банка. Ну и не ослабить, чтобы не было воздуха. После этого баночку протрем и, используя старое одеяло, поставим ее вверх ногами, для того, чтобы видеть, есть ли пузырьки воздуха внизу, качество закатывания крышки, и для того, чтобы согрелась крышка хорошо. Вот я использую старое одеяло, укладываем сюда банки вверх ногами и после этого на ночь закрываем сверху одеялом. Утром, когда все остынет, можно будет баночку подписать и отправить на хранение в погреб. Вот так мы закатываем наши грибы. Вот так получается довольно симпатичный грусть, который в магазине не купишь. Это мой рецепт. Если вам нравится, пишите свои комментарии, замечания. Подписывайтесь на наш канал «Дело мастера боится». Будьте с нами. Всем пока.